Привет! Тема Карловицкий мирный договор. Карловицкий мир. Кратко, Карловицкий мирный договор – это мирный договор, подписанный 26 января 1699 года на Карловицком конгрессе. Он был заключен между Австрией и ее союзниками с одной стороны и Турцией, Османской империей с другой при посредничестве Англии и Нидерландов. В этом историческом событии также приняли участие представители Священной Лиги, Венеции, Польши и России. Карловицкий мирный договор завершил Великую Турецкую войну 1683-1699 годов, в ходе которой Турция, Османская империя, потерпела поражение от Священной Лиги в битве при Зенте, был подписан на военной границе Габсбургской монархии. Это место известно как Карловец, или на сегодняшний день это сербский город Сремски Карловцы. Карловицкий мирный договор также известен как Австрийский мирный договор, который спас Европу. Он знаменует собой конец османского контроля на большей части Центральной Европы. Данный мирный договор закрепил за Габсбургской монархией статус доминирующей державы. Проведение Карловицкого конгресса ознаменовало подписание Карловицкого мирного договора. На основе принципа «поскольку владеете», поясняю, это принцип, сложившийся в международной практике, который означает, что новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде, будучи колониями или зависимыми территориями, в том числе административными единицами в составе других государств. Согласно правилу, старая административная граница, ранее существовавшая в пределах территории вновь образованного независимого государства, становится международной границей. В договоре были подтверждены территориальные владения каждой державы. Габсбурги получили от османов Эялет-Эгер, Эялет-Варат, большую часть Эялета-Буда, северную часть Темешварского Эялета и часть Боснийского Эялета. Это соответствовало большей части территории Венгрии, Хорватии и Славонии. Княжество Трансильвания номинально оставалось независимым, но находилось под прямым управлением Австрии. Речь Посполитая вернула Подолье. В общем, Речи Посполитой были возвращены территории, которые были утрачены 27 годами ранее по Бучачскому мирному договору 1672 года. Договор также предполагал освобождение пленных, прекращение татарских набегов, выдачу беглецов и прекращение выплаты дани Речи Посполитой. Речь Посполитая больше никогда не вступала в военный конфликт с османами. Венеция получила большую часть Далмации вместе с Марией, хотя Мария была возвращена туркам через 20 лет по Пасаровицкому мирному договору. Не было достигнуто согласия по поводу храма гроба Господня, хотя этот вопрос обсуждался. Османы сохранили за собой Белград, Темешварский Банат, а также сюзеренитет над Валахией и Молдавией. Переговоры с Российским царством, продолжавшиеся еще год, завершились подписанием Константинопольского мирного договора 1700 года, по которому султан уступил Азов Петру I. Однако России пришлось вернуть все 11 лет спустя после неудачной кампании на реке Прут и заключения Прутского мирного договора в 1711 году. Были созданы комиссии для определения новых границ между Австрией и Турцией, так как некоторые части и участки оспаривались до 1703 года. Во многом благодаря усилиям Луиджи Фердинандо де Марсильи границы Хорватии и Бихача были согласованы к середине 1700 года, а границы в Темешваре к началу 1701 года. Габсбургская монархия расширилась до самых больших размеров, и позже она еще больше увеличилась в размерах в результате приобретения польских территорий в 1772-1795 годах, аннексии Далмации в 1815 году и аннексии Боснии и Герцеговины в 1908 году. Карловицкий мирный договор стал переломным моментом в истории Османской империи и, можно сказать, территориальной эволюции Османской империи, которая впервые потеряла значительные территории после 3,5 столетий экспансионизма в Европе.
Хотя границы Османской империи в регионе то расширялись, то ослабевали в течение следующих 100 лет, никогда больше не было такого масштабного захвата территорий, как во времена правления Мехмеда II, Селима I, Грозного или Сулеймана I, Великолепного в 15-16 веках. Действительно, после середины 1700-х годов граница Османской империи была в значительной степени ограничена. И необходимо подчеркнуть, что после Карловицкого мирного договора султан должен был признать христианское государство равным блистательной порте, и Габсбургская монархия становится доминирующей державой в Центральной Европе.